Интересный момент. В истории ядерной энергетики есть названия, которые стали словами-сигналами. Чернобыль, Фукусима. Их произносят, когда хотят показать предел, что бывает, когда атомная станция выходит из-под контроля по-настоящему. И Three Mile Island в этот ряд не вписывается. Именно поэтому эта история сложнее. Не было взрыва. Радиоактивное облако не накрыло полконтинента. По международной шкале ядерных событий TMI получил 5-й уровень – серьезная авария с ограниченными внешними последствиями. Чернобыль с Фукусимой – 7-й, максимальный. И все равно именно TMI остановил строительство новых атомных станций в США почти на 40 лет. Заставил переписать все, от того, как готовят операторов, до того, как власти разговаривают с людьми во время кризиса. Главный вопрос здесь не технический. Он о том, почему авария, которая физически не стала американским Чернобылем, изменила отношение к атому сильнее и надолго. Three Mile Island не город. Это остров на реке Саскуэханна, штат Пенсильвания, примерно в 20 километрах от Харрисбурга. Первый реактор начали строить в 1968 году, второй в 1969. TMI-1 заработал в 1974, TMI-2 в декабре 1978. 3 месяца спустя второй блок стал центром самой серьезной ядерной аварии в коммерческой истории США. Но чтобы понять, почему все пошло именно так, нужно сначала понять, чем был мирный атом в Америке 70-х. Это был технологический оптимизм в чистом виде. Чистая энергия, дешевая, передовая. В 1974 году комиссия по атомной энергии всерьез прогнозировала: к 2000-му в стране будет больше 1000 работающих реакторов. Сложность технологии не пугала, она наоборот работала как аргумент. Раз за этим стоят лучшие инженеры, ну значит все под контролем. Это ощущение надежности сыграет свою роль в первые часы аварии. Утром 28 марта 1979 года в 4 часа ночи на втором блоке TMI началось то, чего никто из операторов не был готов распознать в полной мере. Отправная точка – сбой в системе питательной воды. Насосы встали, автоматика сработала штатно, турбина отключилась, реактор заглушили аварийные стержни. Все это произошло правильно. Одновременно открылся клапан сброса давления – ПОРВ. Тоже по инструкции. Давление в первичном контуре растет, клапан стравливает его и должен закрыться. Открылся и завис. Теплоноситель начал уходить наружу. Проблема была не в самом клапане. На пульте не было прямого индикатора его положения, только индикатор электрического сигнала на привод. Он показывал «закрыт». То есть команда «закрыться» была подана. Закрылся ли клапан на самом деле – это уже другой вопрос, и именно его никто не задал. Операторы смотрели на один прибор и думали, что видят другой. В первые минуты, когда решения принимаются быстро, это различие оказалось ключевым. Теплоноситель уходил. Уровень охладителя в реакторе падал. Реакция была остановлена в первые секунды. Аварийные стержни сработали. Но даже заглушенный реактор продолжает греться. Распад радиоактивных продуктов деления выделяет тепло еще часами. Если теплоноситель уходит и топливные сборки оголяются, тепло некуда отводить. Температура в активной зоне ползет вверх. Именно это и происходило на TMI-2, пока операторы работали с картиной, которая не совпадала с реальностью. Система аварийного охлаждения ECCS включилась автоматически. Насосы погнали воду в реактор. Операторы увидели, давление падает не так, как в учебнике, и сделали неверный вывод. Решили, что реактор в состоянии избыточного давления, а это требует других действий. Подачу воды частично уменьшили. Это не некомпетентность, это ловушка. На пульте одна картина, в реакторе другая. Позже выяснится, в операторной в те часы одновременно работало больше 100 аварийных сигналов, без приоритетов. Критическое и второстепенное конкурировали на одном уровне. Часть сигналов уже сработала по другим причинам и просто воспринималась как фон. Человеку, которому нужно было понять, что происходит на самом деле, не хватало ни знаний.
Ему не хватало системы, которая умела бы это объяснить. Это и есть главный урок TMI, который потом получил название Human Factors. Суть простая. Человек в аварийной ситуации работает не с реальностью. Он работает с ее отображением на приборах и в инструкциях. Если отображение врет или противоречит себе, человек будет действовать неверно, даже зная все, что нужно. Это не слабость конкретного оператора. Это проблема интерфейса. До TMI эта проблема существовала, но никто не считал ее первоочередной. После стала обязательной частью всего. К середине дня часть активной зоны осталась без охлаждения. Циркониевые оболочки топливных стержней при высокой температуре реагируют с паром, выделяется водород. Топливные таблетки начали плавиться. Partial meltdown – частичное расплавление активной зоны. Потом, когда реактор вскрыли и исследовали, оказалось, что около половины активной зоны получила серьезные повреждения. Часть топлива расплавилась и застыла на дне корпуса, то, что называют кориумом. Радиоактивные продукты деления вышли в теплоноситель, оттуда в аварийный резервуар. Водород в реакторном здании в первые дни создавал теоретический риск взрыва, и это добавляло тревоги в публичные заявления. Крупнейшая авария в истории американской коммерческой атомной энергетики. Но до масштабов Чернобыля не дошла. Разница в конструкции. Реакторы типа PWR окружены несколькими барьерами, последний из которых – containment – защитная оболочка. Железобетон с металлической облицовкой. Задача одна. Если все пошло не так, удержать радиоактивные вещества внутри. На TMI она сработала. Часть газов, ксенон и йод-131, вышла в атмосферу через вентиляцию, но немного. По официальным оценкам, средняя доза для жителей прилегающего района составила около 1 миллибера. Это примерно 1/10 от дозы при рентгене грудной клетки. Комиссия Кимени потом пришла к выводу: ожидаемые последствия для здоровья минимальные. В Чернобыле защитной оболочки не было. Реактор типа РБМК устроен иначе, и взрыв вынес все в открытую атмосферу. Это физическая разница между двумя авариями. Но физика – это только одна сторона истории. Пока операторы разбирались с реактором, информация начала выходить наружу. Фрагментарная, противоречивая, без контекста. Уже в первые часы стало известно о выбросах. Местные власти получили данные, которые не могли нормально интерпретировать. Губернатор Пенсильвании Дик Торнберг выступил с рекомендацией: беременным женщинам и детям дошкольного возраста в нескольких милях от станции лучше уехать. Не приказ об эвакуации, просто рекомендация. В условиях, когда никто не понимал, что происходит, эта половинчатость породила больше страха, чем ясности. Слово «meltdown» – расплавление – уже несло в американском сознании конкретный образ. И тут важная деталь. За 12 дней до TMI, 16 марта 1979 года, в прокат вышел «Китайский синдром» – голливудский фильм про аварию на атомной станции и ее замалчивание. Джейн Фонда, одна из главных ролей, активно участвовала в антиядерных кампаниях. Фильм собрал кассу. У людей уже была готовая модель того, как выглядит катастрофа, и они проецировали ее на Пенсильванию. Официальные заявления были осторожными и техническими, репортажи – тревожными. Журналисты не умели читать ядерную терминологию, в эфир шли самые пугающие куски. NRC и компания-оператор Metropolitan Edison в первые дни противоречили друг другу. Это только укрепляло ощущение. Никто не контролирует ситуацию и никто не говорит правды. За несколько дней около 140 тысяч человек в радиусе 25 километров уехали из домов. Без официального приказа. Сами. Не от доказанной смертельной угрозы. От неопределенности. И от ощущения, что никто не может сказать им прямо, где безопасно. Ключевым эффектом аварии впоследствии назовут именно это. Не радиация, неопределенность разрушила общественное доверие к ядерной энергетике. Президент Картер приехал на станцию 1 апреля, через 4 дня. Сигнал понятный, ситуация под контролем, раз сам глава государства здесь. Но образ уже сложился.
опросы в месяцы после аварии зафиксировали резкий перелом. До TMI большинство американцев поддерживало развитие ядерной энергетики. После большинство выступало против. И это изменение оказалось устойчивым. Даже когда экономика снова стала говорить в пользу атома, недоверие никуда не делось. Комиссия Кемени опубликовала доклад в октябре 1979 года. С этим документом отрасль не могла не считаться. Вывод был неудобным. Корень проблемы не в механических неисправностях. Он в культуре безопасности, в том, как работали операторы, как принимались решения, как интерпретировались сигналы. Технически операторы были подготовлены, но их обучение не готовило к нестандартным сценариям, где привычная логика перестает работать. Процедуры писались для предсказуемых событий, а не для хаоса из 100 конкурирующих сигналов. Комиссия также посмотрела на сам регулятор – NRC. Он работал в логике проверки соответствия нормативам, а не выявления системных рисков. Авария на одной станции автоматически не становилась поводом пересматривать что-то на остальных. После TMI это изменилось. Операторов начали учить иначе. Обязательные симуляции на тренажерах, точно воспроизводящих пульт конкретной станции. Аварийную сигнализацию реструктурировали. Критическое должно выделяться из фона. Проектирование интерфейсов теперь учитывало Human Factors, что человек вообще способен воспринять в стрессе. На каждой станции появились независимые операторские центры оценки ситуации. Отрасль создала Институт ядерных операций (INPO). Детальные планы эвакуации прилегающих территорий стали обязательными и регулярно отрабатываемыми. Это была не косметика, это перестройка того, как отрасль думает о безопасности. Не как о технической характеристике, а как о культуре. После TMI в США не было введено в эксплуатацию ни одного нового ядерного блока вплоть до 2016 года, когда запустили первый из 2 новых реакторов на АЭС Воктл в Джорджии. Почти 40 лет. Причин несколько. Выросла стоимость строительства, ужесточились регуляторные требования, природный газ подешевел, общественное сопротивление никуда не делось. Десятки заказанных до 1979 года реакторов отменили уже после аварии. Это не значит, что TMI сделал ядерную энергетику объективно опаснее. Если считать по числу смертей на единицу произведенной энергии или по суммарным выбросам, атомная держится очень хорошо. Часть последствий TMI, если честно, была непропорциональна реальному физическому риску. Но катастрофы измеряются тем, что они делают с доверием. Что делает TMI важным сегодня? Неатомная специфика. Вопросы, которые эта авария сделала неизбежными, они про любую сложную систему. Что именно видит оператор, когда смотрит на систему, которой управляет, и насколько это совпадает с тем, что происходит на самом деле? В мире, где системы становятся все сложнее, от реакторов до алгоритмов, этот вопрос никуда не девается. TMI показал, разрыв между показаниями и реальностью может быть таким же опасным источником катастрофы, как и сам технический сбой. Как говорить с людьми во время кризиса, когда еще не все понятно? Неопределенность и противоречивые сигналы создают страх вне зависимости от того, насколько реальна угроза. Это знание сегодня встроено в стандарты кризисных коммуникаций и уже давно за пределами ядерной отрасли. Как поддерживать культуру безопасности в организации, которая давно не видела серьезных аварий? Комиссия Кемени не нашла злодеев. Она нашла систему, которая работала по инерции. Это открытие дало толчок целому направлению в организационной психологии. Ни один из этих вопросов не устарел. Второй блок вывели из эксплуатации сразу. Очистка реактора заняла почти 12 лет. Завершилась в 1993. Первый блок работал до сентября 2019-го, потом остановили. Дешевый газ делал его нерентабельным. Но потом пересмотрели, и в 2024 году TMI-1 снова запустили, чтобы обеспечивать электроэнергией растущие дата-центры в регионе. Станция, ставшая синонимом ядерного кризиса, снова производит электричество. Климатическая повестка меняет уравнение.
Атомная энергетика без углекислого газа снова серьезно обсуждается в странах, которые еще недавно от нее отказывались. Доверие, разрушенное в 1979-м, восстанавливалось медленно. Реактор можно законсервировать, очистить, перезапустить, оборудование заменить, процедуры переписать. Но доверие общества к сложной технологии работает не по той же логике, что инженерный ремонт. TMI стал моментом, когда ядерная отрасль впервые по-настоящему столкнулась с кризисом доверия. Не потому, что люди были нерациональны, а потому что система не была готова ни понять саму себя в кризисный момент, ни объяснить происходящее тем, кто жил рядом. Это урок не об атоме. Он про любую сложную систему, которая в какой-то момент перестает быть понятной и тем, кто ею управляет, и тем, кто от нее зависит. Обязательно подпишись, если еще не подписан. Ставь лайк, если еще не поставил. И до новых выпусков, друзья!